Сергей, доброе утро. Доброе утро. Огромное спасибо, что согласились на эту беседу. Я заранее благодарю, потому что она, уверен, будет очень интересная и для меня лично, и для наших слушателей. Я сразу начну с вопроса простого, а у меня много сложных вопросов приготовлено, но простой будет такой. Как вы оказались в сфере искусственного интеллекта? Вы планировали, будучи студентом, этим заниматься и школьником, или это случилось само собой или случайно? И это случилось постепенно, я бы так сказал. А я, конечно, когда был школьником, ничего подобного не планировал. Я всегда планировал быть математиком. И учился я на матмехе СПбГУ. И, конечно, собирался заниматься математической деятельностью. И действительно, а, диплом писал по алгебре. Он назывался «А2. Доказательства структурных теорем для групп Шевале типа F4». Но я уже не могу объяснить толком, что это значит, но тогда я знал это лучше. Вот. А потом как-то так сложилось, что я постепенно начал двигаться к все более прикладным вещам. Сначала в очень-очень теоретический компьютер-сайенс, теоретическую криптографию, теорию сложности. Об этом была моя кандидатская еще в 2009. А потом как-то так сложилось, что и в машинное обучение. Вот. Так что на самом деле я, как это, юношам, обдумывающим житье, я всегда рекомендую выбирать максимально фундаментальное образование, потому что математик уйти в искусственный интеллект может всегда, а вот наоборот крайне затруднительно. А вы ту математику, которую учили в институте, применяете в работе? Я совершенно точно применяю математические, как бы это сказать, математическую культуру, математический способ мышления. Конечно, я не применяю группу Шевали, но если бы у меня не было этого образования, я думаю, что размышлять было бы сложнее. Что многие говорят сейчас, что искусственный интеллект вытесняет математику и вообще вытесняет все остальное, остается только он, и в итоге через время математики нам вообще не нужны будут. Мне кажется, это глобальный вопрос. То есть в тот момент, когда будут не нужны математики, будут не нужны практически все остальные. Этот момент может наступить, но этот вопрос никак не связан с вопросом о том, куда идти учиться, мне кажется. Ну а вам нравится искусственным интеллектом сейчас заниматься? Вам кажется это перспективным направлением? Конечно, конечно. А нет такого ощущения, что мы, будучи здесь, находясь достаточно далеко, в общем-то, от центра, мне кажется, развития искусственного интеллекта, мы мало что можем сделать, мало можем повлиять на то, например, что делает OpenAI. А ведь они же идут впереди всех остальных. На то, что делает OpenAI, не может повлиять никто, кроме OpenAI. Это ж не повод свернуть всю науку и всю индустрию к сотне человек. А мы можем отсюда, будучи достаточно далеко от эпицентра развития, оказывать влияние на развитие? А наука широка, в ней всегда есть чем заняться. И с одной стороны, на самом деле, да, я понимаю, о чем этот вопрос, и это действительно больной вопрос. То, что вот один из основателей обучения с подкреплением, Ричард Саттон, называет горьким уроком машинного обучения, the bitter lesson, о том, что а, люди все думают, стараются, придумывают какие-то модели такие, сякие, более сложные, еще более сложные, а потом происходит очередной скачок базовых технологий. Ну, в наше время это бы называлось, появляется новая большая языковая модель, которая еще на один порядок больше десятичной, и все наработки становятся не нужны. Вот. А с одной стороны, такой эффект действительно есть, я не буду скрывать, это правда, иногда так происходит. С другой стороны, все-таки прогресс – это не только технологический прогресс, но это и прогресс алгоритмический, и прогресс придумывания новых моделей. И, собственно, даже в больших языковых моделях, хотя это, вообще говоря, очень узкая область, в которой действительно есть пара базовых идей, а остальное все, ну, в каком-то смысле трюки, прилагающиеся к ним, этих трюков становится все больше и больше, и они действительно нужны. И вот в том, чем там GPT-4 отличается от GPT-3, алгоритмических изменений
никак не меньше, скорее больше, чем просто механического наращивания размеров. А для вас появление чат GPT было неожиданностью? Конечно, конечно. Точнее как, о языковых моделях я, конечно, знал, и все о них знали, и GPT-3 в тот момент уже тоже все знали и понимали, что это очень умная языковая модель, но, как всегда, пока не увидишь, на что они действительно способны, не почувствуешь. Так что чат GPT, ведь от GPT-3 отличается именно дообучением на то, как быть более полезным для человека, фактически. Вот тот самый пресловутый RLHF. И это дообучение, оно действительно, оказывается, работает. И более полезными для человека они действительно становятся. Знаете, я как небольшой специалист в ML, в AI, до сих пор не могу поверить, что это действительно все, то, что выдает чат GPT, это действительно просто поиск следующего слова за уже увиденными в тексте до него. Вы как тот, кто разбирается, что происходит внутри, действительно можете подтвердить, что так это и происходит? Да, безусловно. А языковая модель предобучается одной единственной задачей – предсказание следующего, ну, формально надо говорить токена, но можно просто сказать слово, следующего слова в тексте. Да? То есть на вход ей подается, ну, я сейчас говорю про классические языковые модели, нынче они все еще мультимодальные, там еще картинки, там видео, звуки, но в классических текстовых языковых моделях на вход им подается огромный массив текстов, весь интернет, насколько это возможно, и потом они просто учатся предсказывать следующее слово. И оказывается, что это очень глубокая задача, которая содержит в себе все остальные задачи. Ну, как вот, наверное, правильная аналогия здесь – это тест Тьюринга. Я думаю, наши слушатели в курсе. Тест Тьюринга придумал Алан Тьюринг еще в 1950, кажется, году. И вот только сейчас мы приближаемся к тому, чтобы этот тест пройти. Да? Тест Тьюринга, он о том, чтобы компьютер смог общаться на естественном языке, пусть в текстовом чате, но так, чтобы человек не мог отличить, с человеком или с компьютером он общается. А почему это заняло так долго? Вот в течение всех этих 80 лет человечество, пытались придумывать какие-то там промежуточные цели, какие-то новые задачи, и это всегда выходило странненько. Ну, то есть вот в 70-х годах было такое знаменитое эссе гуру искусственного интеллекта Алена Ньюэлла, в котором он как раз вот ставит задачу так, что очень разумно ставит задачу, что тест Тьюринга – это, конечно, прекрасно, но мы сейчас очень далеко от него, и мы не можем измерять прогресс, потому что нет такого, что следующая модель там обманет 5% судей. Нет, она не обманет никого, и так будет до тех пор, пока она не начнет обманывать почти всех. Вот. Поэтому нужны какие-то другие benchmarks, да, нужны какие-то другие тестовые примеры, где мы могли бы оценивать прогресс на пути к самому искусственному интеллекту, к сильному искусственному интеллекту. И вот, значит, Ален Ньюэлл пишет об этом всем и в конце говорит, ну вот, какую можно задачу предложить? А вы знаете, вот прекрасная есть задача – игра в шахматы. Там надо думать, с одной стороны, она все-таки комбинаторная, мы легко можем там рейтинг Элла посчитать, оценивать силу игры, все такое. С другой стороны, там надо размышлять, как человек, там надо атаковать, надо защищаться, надо предугадывать действия противника. Очень человеческая задача, из комбинаторных, по крайней мере. Давайте она будет тестом на искусственный интеллект. Ну, что дальше произошло, всем известно. Да? В 1997 году Деплю обыграл Каспарова. Там, последний матч более-менее наравне был, наверное, в 2001. Там Крамник пытался. Вот. И компьютеры стали просто безнадежно лучше людей в шахматах. Но сказали ли мы, что мы достигли сильного искусственного интеллекта? Нет, конечно. Мы сказали, ну, шахматы это не считается. Шахматы это слишком комбинаторно, это слишком как бы замкнутая задача. Мы же знаем, как работает этот ваш Deep Blue, это какой-то просто поиск по дереву с сечениями, ну что это вообще такое? Это не искусственный интеллект, это не считается. Вот Go это совсем другое дело.
там поиск по дереву не сработает. И действительно, он не работает. Там, потому что дерево слишком большое, никакой вселенной не хватит, чтобы его обходить. Вот, но люди тоже справились уже нейросетями, уже после революции диплернинга. AlphaGo обыграл Десидоля. Сказали ли мы, что AlphaGo и AlphaZero – это сильный искусственный интеллект? Нет, не сказали. Сказали, ну, это не считается. А вот тест Тьюринга почему-то продолжает считаться. А почему? Потому что в разговор на естественном языке помещается все остальное. Помещается вот как бы все то, что, ну, с бытовой точки зрения делает нас людьми. Там, с философской точки зрения это сложный вопрос, а с бытовой точки зрения можно обсудить, там, что я делал сегодня, можно обсудить, что вокруг меня в комнате, вот внедрить там трехмерное компьютерное зрение и понимание окружающей сцены. Можно обсудить, наоборот, какие-то культурные артефакты, еще что-то. В общем, обо всем на свете можно поговорить, никакой конкретный человек или языковая модель не будут знать все, но о том, о чем они знают, можно поддерживать какой-то, и нужно иметь возможность поддерживать какой-то содержательный разговор. И вот с языковыми моделями, как мне кажется, точно такой же эффект. Когда на всем массиве всевозможных текстов обучаешься предсказывать, что там происходит, ты автоматически выучиваешь и много-много фактов, да, и много-много, не знаю, цитат. Там, мой дядя самых каких, Честно и правило. для того, чтобы это продолжить, ты просто должен это знать, и ты понимаешь, что в твоей обучающей выборке это встречается 10 тысяч раз, и все 10 тысяч раз это продолжается ровным счетом одинаково. Да? Это и значит выучить цитату. Вот. И, и так далее. И так далее. И опять же, люди успели поговорить о чем угодно. Вот. Но пока это была чистая языковая модель, пока это была языковая модель вот типа GPT-3, у нее были все эти возможности где-то там, внутри. Где-то вот в ее весах все эти, значит, знания, цитаты, возможности продолжения, они все уже были. Потому что, конечно, главное, что происходит в больших языковых моделях, это вот этот самый огромный процесс предобучения. Именно он занимает месяцы, он требует там каких-то гигантских кластеров и так далее. Но из GPT-3 было не так легко эти знания извлечь. То есть, ну, я сейчас сильно упрощаю, это не совсем тот эффект, который на самом деле был, но, грубо говоря, если вы просто учитесь предсказывать следующий токен, то разговор же может пойти разными способами. Да? В живом диалоге, в том числе в диалогах, на которых обучалась модель, человек может отказаться отвечать на вопрос, ответить вопросом на вопрос, перевести тему, начать вообще что-то другое говорить там свое. Всякое бывает. И поэтому нужно было дообучить эту модель так, чтобы вот извлечь из нее все то, что в ней уже есть, как бы латентно где-то там, и сделать ее полезной для людей. И вот это как раз то, что называется reinforcement learning with human feedback, обучение с подкреплением с человеческим фидбэком, да, с человеческими оценками. Это буквально люди, оценщики сидят и размечают, какой ответ им больше нравится, и дообучается языковая модель давать ответы, которые больше нравятся людям. Вот. И от этого она сильно умнее не становится. Слишком маленькие там данные, слишком мало всего происходит, ничего вот как бы глубинно-содержательно нового там не происходит. Но она учится понимать, что нам от нее надо. И как бы ее вот эти скрытые возможности поднимаются на поверхность. Мы же умели использовать языковые модели и до ChatGPT. 10 лет назад они существовали для корректировки текстов, для написания даже текстов, для переписывания текстов. Но с появлением ChatGPT оказалось, как я понимаю, что вдруг такой вроде бы примитивный алгоритм по просто добавлению слова к слову оказался думающим, появился интеллект. Правильно я понимаю, что это некий прорыв произошел, которого мы не ожидали увидеть? И да, и нет. То есть, с одной стороны, этот прорыв был супер ожидаем. То есть, вот с точки зрения предсказывания следующего слова, если нарисовать там метрику того, насколько хорошо модели умеют предсказывать следующее слово, это называется перплексия, ну, неважно, вот, ну, просто нарисовать такую вот метрику в логарифмической шкале, грубо говоря,
насколько часто мы ошибаемся в предсказаниях, насколько похожи наши вероятности на то, что на самом деле происходит там, в выборке, и в жизни, и в тестовом наборе. Там супер ровная прямая линия за последние лет 20, наверное, если не больше. То есть вот само масштабирование языковых моделей, то насколько хорошо мы начнем предсказывать следующий токен, если сделаем модель еще в 10 раз больше, это довольно предсказуемый процесс. И я уверен, что там в OpenAI, когда начинали, не знаю, обучать GPT-4, прекрасно представляли, какую там перплексию в конце они получат. Примерно, естественно. Но никто не представлял, конечно, заранее, в какие реальные применения это выльется. То есть, вы правильно говорите, языковые модели были всегда. Языковая модель первая, ну, как, насколько я знаю, появилась в 1913 году. Андрей Андреевич Марков, тот самый, который придумал все марковское в науке, да, вот марковские цепи, марковские модели, марковские процессы. Вот первый, там, по-моему, первая или вторая статья про его марковские цепи, самая основополагающая, первый реальный пример марковской цепи, это была языковая модель. Он считал там как раз из Евгения Онегина, с какой частотой гласные после согласных встречаются, или там триплеты звуков, что-то в таком духе. Вот. Но до тех пор, пока языковые модели не отмасштабировались до вот современного уровня, до уровня там пары-тройки лет назад, ну, они еще не могли давать тех применений, которые они дают сейчас. То есть, да, 10 лет назад были языковые модели, да, они применялись. Где они применялись? Например, скажем, в распознавании речи. Вот распознавание речи, там, распознавать фонемки чисто по звуку люди неплохо умели еще в начале 90-х. Но этого мало. То есть, когда я сейчас с вами разговариваю, вы на самом деле не распознаете все фонемки, которые я пытаюсь сказать. Потому что и я их плохо говорю, и канал несовершенный, и уши несовершенные, и все несовершенно. То есть вы распознаете в реальности там какой-то не такой большой процент фонемок, а остальное достраиваете. Потому что вы понимаете, как язык устроен. Вы ожидаете следующее слово, которое я могу сказать, и вот вы его слышите. И да, для этого применялись языковые модели, потому что для того, чтобы здесь быть полезным, не нужно уметь писать содержательные тексты длиной в роман. Нужно просто перевзвесить распределение следующих слов так, чтобы более разумные слова стали более вероятными. На это способна и вот марковская цепь из 1913 года. Сейчас, когда качество предсказания стало еще больше, внезапно оказалось, что модели умеют не только вот так помогать, дополнять, там, выбирать между вариантами, которые все-таки в основном обусловлены чем-то другим, например, акустикой распознавания речи. Сейчас они уже сами как-то что-то пишут, на вопросы отвечают, в интернет ходят, статьи рецензируют. Я слышал теорию о том, что есть некий предел, некая цифра, даже не предел, а некая граница по количеству параметров языковой модели, переходя через которую мы получаем внезапно какие-то дополнительные свойства этой модели. Ну, например, вот как сейчас мы получили в ChatGPT, способность мыслить, условно говоря. И пока мы не добрались до этой границы, мы имели такое глупое существо, которое умело выполнять только примитивные задачи. И вдруг, когда мы перешли через некую границу, мы получили внезапно думающую субстанцию. И, возможно, что-то подобное случилось и с развитием живых существ на планете. Сначала они были с определенным количеством нейронов в мозгу, а потом в какой-то момент произошла какая-то мутация, и появился человек, у которого просто было условно несколько десятков буквально нейронов больше, чем эта заветная цифра. Мы через нее перепрыгнули и получили думающее существо. Вам эта идея близка? Ну, мне это, конечно, не очень близко, потому что, ну, во-первых, давайте так, конечно, никакого жесткого предела существовать, очевидно, не может. Ну, там даже у разных людей число нейронов отличается в очень широких пределах, согласитесь. Там. Более того, вот мы только что разговаривали про GPT-3, когда GPT-3 превратился в чат GPT, и его возможности, полезные для нас и очевидные нам, сильно расширились, а число нейрончиков не изменилось вообще.
ни на один. То есть мы просто дообучили ее быть более полезной. И внезапно появились новые способности. Но в целом, несомненно, да, с увеличением объемов, с масштабированием дальнейшим возможностей становится больше. Просто, конечно, нельзя сказать, что где-то там начинается мышление. Что такое мышление? Это вопрос, боюсь, без ответа. А как думаете, какой может быть шаг после больших языковых моделей? Куда мы можем дойти через, может быть, не знаю, 5-10 лет? Будет какой-то еще прорыв такого же типа, такого порядка, такой важности? Мы не знаем. Тут на самом деле варианты такие. Либо текущий прогресс, вот то, что сейчас происходит, то есть масштабирование, грубо говоря, трансформеров и языковых моделей, основанных на трансформерах, масштабирование механическое, ну, оно не механическое, там тоже много новых алгоритмов, много новых идей, но тем не менее, вот примерно тот же класс архитектур либо приведет нас к сильному искусственному интеллекту, который дальше уже сам будет себя улучшать, либо не приведет. Соответственно, если приведет, то на этом, боюсь, от нас уже больше ничего не потребуется. И давайте, может быть, еще поговорим про апокалиптические сценарии, но в любом случае понятно, что если у вас есть искусственный интеллект, который занимается машинным обучением лучше, чем живой интеллект, то он и будет им заниматься. Да? То есть дальше уже он сам будет осуществлять новые прорывы. Если, ну, вполне может случиться, это ничему не противоречит, может случиться так, что мы упремся в какую-нибудь стену. То есть формально, конечно, масштабирование безграничное, и формально, конечно, можно сделать большую языковую модель на трансформере размером с Солнечную систему, она будет еще умнее. Но мы просто не сможем такое сделать. То есть когда-то мы все-таки упремся в физические пределы, и если в тот момент у нас еще не будет вот этой возможности, этого интеллекта для того, чтобы дальше уже все происходило без нас, ну, придется нам что-то новое придумывать. А что если искусственный интеллект изобретет более мощный искусственный интеллект, потом еще более мощный, и в какой-то момент он станет таким мощным, что он, например, изобретет машину времени? Мы этого сделать не можем, мы не понимаем как, а вот он, поскольку он такой мощный и умный, он выдаст нам концепцию построения машины времени, Про например. машину времени надо у физиков спрашивать, кажется, все-таки это должно быть невозможно, но я не великий специалист. Ну, неважно. Да, безусловно, в какой-то момент искусственный интеллект может стать лучше человека во всем. Да, такая возможность существует. Собственно, вот люди же существуют, вот уже proof of concept есть. Если представить себе обычного человека, такого, как я или вы, но при этом имеющего даже просто мгновенный доступ ко всему интернету и, не знаю, все то, что умеет делать, пусть даже просто современный уже существующий компьютер силой мысли, ну, согласитесь, этот человек уже несколько поумнее будет, более способный к решению разных задач. То А есть чего? совершенно точно это невозможно. Когда мы до этого дойдем ли мы до этого увеличением трансформеров, это спорный вопрос, это можно обсуждать, но это точно возможно. Я просто думаю, какую пользу может принести такой мощный интеллект. Он, наверное, может изобретать что-то, он может новые виды лекарств изобретать, он может... Ну, машину времени это может быть слишком амбициозно, но что-то более простое изобретать-то он же может. Ну, новые виды лекарств это уже давно. Серия моделей AlphaFold складывает белки. И это и есть главная задача для драг-дизайна, ну, для, не знаю, половины всей фармацевтики. Главная задача – это складывание белков. То есть есть какой-то белок, который мы, я не знаю, хотим выключить, у нас есть какое-то активное вещество, нам надо понять, какое выбрать активное вещество, чтобы оно нашло, куда там прицепиться к этому белку и его выключить. Вот. И да, вот буквально в мае вышел AlphaFold 3, который еще сильнее, чем AlphaFold 2. И я думаю, что все эти новые лекарства, они пока останавливаются только тем, что их надо тестировать на людях, сначала в лаборатории, потом на людях, потом еще что-то. В общем, процесс с лекарствами всегда длительный, вы понимаете. Может быть, в итоге мы придем к какой-то интеграции биологии с искусственным интеллектом, и у нас появятся эти большие модели, может быть, не языковые, а просто большие на базе био каких-то организмов, допустим, ну, некая, не знаю, модель мозга, но, может быть, не живого человека, а искусственно выращенного мозга,
в который значительно более эффективен по своим показателям, чем сервера в OpenAI. Э, Хороший вопрос. Ну, пока живые мозги выращивать больно накладно как-то выходит. Вот нас с вами сколько выращивали. Это сколько поколений языковых моделей сменится, пока вырастет живой человеческий мозг. Но, как знать, как знать. Все-таки у мозга есть одно невероятное преимущество, которого пока мы не можем достигнуть, это энергоэффективность. То есть наш с вами мозг делает все то, что он делает, и имеет все свои сотни миллиардов нейрончиков, и они как-то там зажигаются, и все это на 20 ваттах, по-моему. То есть как такая слабенькая лампочка. Но вообще направление... Если Мгм. честно, мне кажется, что э, как-то более, наверное, для людей приятный, вероятно и перспективно выглядит обратный процесс. То есть, ну, вот это сейчас будет абсолютная спекуляция, ничего не утверждаю и не знаю, и когда, и что, и как, но мне интуитивно кажется, что это самый, наверное, простой, но он все равно не простой, но из тех, которые можно видеть, самый простой путь к реальному бессмертию. То есть как сделать так, чтобы мы не старели, чтобы наш мозг не умирал. В конце концов, мы – это все-таки наш мозг. Да? И если будет возможность, скажем, там, постепенно заменить мозг на такой же, но искусственный, который не будет стареть, и который тоже, там, не знаю, время от времени нужно будет менять там нейрончики и все, то вот оно бессмертие для нас, согласитесь. То, что Пелевин описывает, мне кажется. Не помню. Когда Может быть, это я читал. в банках мозги хранить будем. Но вы предлагаете прямо заменить мозг, то есть убрать биологическую составляющую, оставить только некую модель. Да. Ну, Да? мне кажется, тут есть же какой-то, вот как корабль Тесея, да, вот есть э, какой-то непрерывный процесс. То есть если взять у меня из мозга один нейрончик и заменить его на искусственный нейрончик, то Мгм. я же этого не замечу. Он будет точно так же работать, я останусь собой. А если так сделать 100 миллиардов раз, Это если предположить, что никакой души не существует. почему Я- она как раз сохранится при этом? Какое-то ощущение такое, что в какой-то момент произойдет, мы будем их менять один за другим, но что-то в какой-то точке произойдет, мы что-то потеряем. Нет? Хороший вопрос. Не знаю. Я уверен, что будет много желающих попробовать. А вы как вообще думаете, мы с вами это большие языковые модели или все-таки в нас есть что-то сверхъестественное? В нейробиологии есть теория, очень интересная. Ну, я говорю теория, потому что там нейробиология наука темная, там сложно сказать однозначно. Есть и другие теории, но есть теория, которая мне очень нравится, она называется предсказательное кодирование, predictive coding, которая в точности утверждает, что мозг – это большая языковая модель. То есть смысл в том, что все то, что пытается делать мозг на человеческий, на низком уровне, это предсказывать следующий ход. То есть, ну, для человека вход – это не текстовые токены, это вот все то, что приходит там от всех органов чувств, со всех нервов, из спинного мозга и так далее. Но в конечном счете это просто набор импульсов. Да? И а, мозг, вот, головной, занимается тем, что берет текущий набор импульсов и какую-то историю, которую он способен, свое текущее состояние, и пытается предсказать, что будет в следующий момент. И если у него получается, ну, значит, все хорошо. А если у него не получилось, значит, надо что-то немножко подправить в нужную сторону. Ну, там градиентного спуска быть не может, там другие алгоритмы, но тоже, в общем, в целом обучение. То есть какой-то вес надо подправить, чтобы стало больше похоже на то, что на самом деле произошло. Вот. И мне кажется, ничему не противоречит то, что из такого процесса получаемся мы. Это так звучит грустно, лично для меня. Почему? Это же не отменяет нас. Наоборот. Это же классно. Вдруг мы сможем вырастить кого-то еще, кто не мы, но тоже такой же интересный.
А скажите, почему эти языковые модели на одинаковый совершенно вход выдают каждый раз разные ответы? Меня этот вопрос мучает давно, я хотел спросить у специалиста. Если там внутри просто математика, если там внутри просто огромные объемы данных, которые каким-то образом расположены в определенном порядке, то по идее там должно быть все детерминировано внутри. Там же нет генератора случайных чисел. Но тем не менее в чат GPT, когда я даю один и тот же запрос, он мне каждый раз выдает разный результат. Приблизительно, может быть, в одну сторону, но по-разному сформулированный. Генератор случайных чисел там есть в самом конце. То есть он, скорее всего, выдает одно и то же распределение вероятностей, но он же не может вам прямо в окошечко выдать все распределение вероятностей на все 200 тысяч токенов, которые у него есть. Он вынужден из него что-то выбрать. Вот он сэмплирует и выдает. Там в языковых моделях, может быть, слышали, есть такой параметр, называется температура. Вот температура – это как раз такой гиперпараметр, который показывает, насколько близко к равномерному будет это распределение вероятности. Типа, если температура высокая, то более разнообразные токены будут появляться. А если температура равна нулю, чего там с чатом GPT, наверное, никогда не бывает в обычном режиме, то, да, будет всегда выбирать самый вероятный токен, и тогда будет детерминированный результат. Но ведь эта температура же одна и та же должна быть, если я даю один и тот же вход. Нет, температура – это параметр распределения. То есть вот если я бросаю кубик, то каждый раз будет новый результат, но кубик-то один и тот же. Вот и здесь то же самое. То есть он бросает кубик каждый раз, когда я у него что-то спрашиваю, он генерирует случайное число. Да, да. Он генерирует, смотрите, вот эта гигантская детерминированная модель на выходе имеет не один токен, а распределение вероятности на всех токенах. Но потом надо из этого распределения вероятности выбрать какое-нибудь для вас. И это делается случайным образом. Да, да, приходит кубик и кидает, да. То есть у нас в голове тоже какой-то случайный генератор чисел существует, и он как-то Наверное, решает. да, хороший вопрос. Вот как он в голове устроен, я не знаю. В голове, я думаю, что он может быть устроен каким-то естественным образом, просто потому что голова не синхронизирована. То есть там нейрончики дают свои спайки, конечно, регулярно, но идеального в биологии ничего не бывает. Там нету тактовой частоты, с которой там они все битики переключают, как в компьютере. Поэтому там, наверное, может случайность там возникать просто вот таким естественным образом. Но я не знаю, честно. Надо спросить нейробиолога. Если бы сейчас студенту молодому вы бы рекомендовали направление, какое выбирать, это было бы по-прежнему математика или, может быть, биология должна бы была присутствовать? Биология – наука, в которой я мало что понимаю, поэтому я не могу рекомендовать или нет, но математику я готов рекомендовать до сих пор. Математика, как говорили еще в XVIII веке, ум в порядок приводит, и в конце концов это главное, потому что, не знаю, когда я учился в школе, когда я начинал учиться в университете, конечно, уже существовало машинное обучение, но никто не мог предположить, что это будет такая важная область знаний, которая будет менять мир вот прямо сейчас, и э, которой, например, я захочу заняться. Я уверен, что человек, который сейчас заканчивает школу, поступает в университет, никак не может знать, чем он будет заниматься через 20 лет. И просто мир меняется слишком быстро, чтобы это можно было предсказать. Поэтому, мое мнение, надо максимально развивать свой собственный биологический мозг. Математика для этого, по-моему, подходит идеально. Есть такая опасность, я в начале разговора упомянул немножко об этом, что с появлением этих больших языковых моделей от крупных корпораций типа OpenAI, типа Яндекса, типа Сбера, исчезает необходимость разрабатывать подобные решения. Они уже есть, и ими нужно только пользоваться. И поэтому специалисты в области машин-лернинга как будто бы будут не нужны, потому что будут огромные решения, уже созданные на рынке, и нам останется только их использовать. И все специалисты в машин-лернинге просто должны будут переквалифицироваться в промпт-инженеров. И тогда вопрос, стоит ли заниматься этим направлением, этим машин-лернингом, если там уже все занято. Опять же, как я уже говорил, здесь есть два сценария. Либо языковые модели станут настолько умными, что действительно всех заменят. Как я уже говорил, я считаю, что это возможно.
но, естественно, очень трудно оценить, когда это будет, будет ли это там с GPT-5 или 6, ну, 5, наверное, вряд ли, но будет ли это с GPT-6 или 8 или 19, как знать, да. А, но да, это возможно. Но если все-таки нет, точнее, пока все-таки нет, то, конечно, машин-лернеры тоже будут нужны. Вот за последние 1,5 года все проекты, с которыми я сталкивался, так или иначе выполняемые в индустрии, все, которые подразумевают использование искусственного интеллекта, при упоминании машин-лернинга люди негативно это воспринимают. При упоминании больших языковых моделей воспринимается на ура. То есть не хотят люди, те, кто инвестирует деньги, не хотят, чтобы в проектах был просто машин learning, тот классический, которым мы занимались 5 лет назад. Они все хотят использования именно больших языковых моделей. А значит, превращают нас просто в промпт-инженеров, потому что мы же эти модели делать не будем. Мы просто возьмем готовое решение от Меты или от Microsoft, вставим его внутрь и дальше будем генерировать промпты. Во-первых, для меня супер странно звучит вообще сама постановка вопроса, потому что большие языковые модели – это, конечно, раздел машинного обучения. Ну, так что тут это звучит странно. Но в целом, естественно, бывают… Ну, тут на самом деле, давайте так. Большие языковые модели – это, конечно, не просто хайповая тема, которая пройдет. Это, конечно, что-то более серьезное. Но в конечном счете, да, вы совершенно правильно говорите, мы с вами не можем обучить большую языковую модель. И действительно, почти никто в мире этого сделать не может. Есть там 5 игроков, которые на это способны. Но это не значит, что мы не можем заниматься интересной математикой в машинном обучении. Вот. Безусловно, да, даже в рамках там, не знаю, до обучения больших языковых моделей появляется экспоненциально много статей, которые занимаются всякими там, как это, parameter efficient fine-tuning, low rank approximations, низкоранговыми приближениями, разными вариантами того, другого, третьего. И да, конечно, если весь искусственный интеллект ведется вот к этому, это, конечно, будет грустно. Я согласен. Потому что это, конечно, узкая область машинного обучения, которая… А в машинном обучении есть много всего другого. Но, с другой стороны, мы же начинали этот разговор с того, что я рекомендовал математикой заниматься. Если какая-то область закроется, откроется какая-нибудь другая. Именно для этого и помогает заниматься математикой. То есть получать образование максимально фундаментальным, а не пытаться делать раннюю специализацию. Как говорил, по-моему, Хайнлайн, специализация – это для насекомых. А вот к вопросу об образовании. Интересно, что мы к этой теме перешли. Вы же преподаете, правильно? Да, да, очень. И активно, да. Как бы вы могли сравнить деятельность по преподаванию и деятельность по исследованиям? Она, во-первых, что интереснее, первое или второе? И второе, чем заниматься более выгодно, что ли? Более и финансово выгодно, и репутационно выгодно? Ну, тут, наверное, много вопросов. Наверное, главный вопрос, на каком уровне вы этим занимаетесь. То есть, разумеется, у преподавания есть довольно, ну вот я начинаю с конца, да, у преподавания, конечно, есть довольно жесткий потолок, и преподавая машинное обучение, Сэмом Альтманом вы не станете. Это правда. С другой стороны, занимаясь наукой, какова ваша вероятность стать Сэмом Альтманом? Она тоже не очень высока. Так что в этом смысле, наверное, какой-то принципиальной разницы я не вижу. А в плане интереса, ну, люди разные. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот мне, например, в рамках преподавания очень нравится читать лекции. Мне кажется, у меня это получается. Пользуясь случаем, заходите ко мне на YouTube, там выложен курс, который я читаю в СПбГУ, и он уже 2 раза как выложен полностью. Кажется, там уже неплохо все выглядит. Вот.
например, вести практики мне вообще не нравится. Хм. И я всегда стараюсь это скидывать на кого-нибудь другого, а если не получается, то просто стараюсь отказываться от таких предложений. А почему не нравится? Мне тоже не нравится, поэтому спрашиваю. А, Много работы, мало выхлопа. Я бы так определил. То есть, как бы, когда ты читаешь лекцию, от этого остается какой-то продукт, да, и ты один раз поговорил, и потом и 100 человек тебя слушают. А практика – это более какая-то индивидуальная деятельность, скорее как репетиторство. Ну, как-то я уже слишком стар, чтобы репетиторством заниматься. А исследования одновременно с преподаванием, они же должны идти бок о бок, насколько я понимаю. Да нет, никому не должны. Мне кажется, это какая-то иллюзия, какая-то ложная концепция, которая, я не знаю, зачем продвигается, что там у преподавателя должны быть статьи в Скопусе, как любят в России говорить, или наоборот, что всякий ученый должен преподавать, как любят говорить не в России. Мгм. Это, кстати, интересно, что именно в России, вот, наверное, больше, чем в других странах развит вот такой вот институт научных институтов, да, вот НИИ, академические институты, там, где некому преподавать, там, где ученые просто занимаются наукой. В целом это редкость. Такие, конечно, бывают, какой-нибудь там Institute for Advanced Studies или там вот во Франции тоже есть Академия наук с институтами, но, как правило, наука везде происходит в университетах. А в России вот есть две параллельные системы. Ну, в общем, короче, мне кажется, что это иллюзия, и нет ничего странного в том, что человек, который хорошо думает и хорошо занимается наукой, при этом плохо читает лекции. Не надо его заставлять. Зачем? Кому от этого будет лучше? Там, не знаю, Григорий Перельман, человек нелюдимый, и лекции читать не любит, и не надо. Не этим он ценен истории. А как бы, опять же, раз уж вы сказали о российском образовании, какие проблемы видите вы в нем? И, может быть, если видите. Ну, изнутри глядя, я думаю, почти любой преподаватель, действующий с вами, согласится. Главная проблема – это какая-то бесконечная бюрократизация всего этого процесса. Вот. Это плохо. И я даже локально не понимаю мотивацию, зачем это делают люди. То есть кому от этого становится лучше, самим чиновникам от этого тоже не становится лучше. Я вообще не понимаю, зачем это. Вот бюрократизацию хотелось бы отменить, и мне кажется, если ее отменить, так все будет хорошо. У нас прекрасные студенты, у нас прекрасные школы, которые тоже нужно дебюрократизировать, конечно. Вот. И вот я, например, преподаю на факультете математики и компьютерных наук СПбГУ. Мне кажется, это один из, не знаю, топ-5 бакалавриатов в мире по математике. А, И В мире. там в мире, да. И там, ну, там очень много, очень большой процент участников и призеров международных математических олимпиад, всякое такое. Конечно, такого в каждом вузе быть не может, а, но видите, бывает и Мгм. такое. Я разговаривал буквально пару дней назад с одним китайским коллегой, китайцем, и он говорит следующее. Нас удивляет, нас, китайцев, следующий факт. Мы видим, как американские студенты и профессора в том числе, и китайские студенты и профессора активно стремятся к тому, чтобы публиковаться в конференциях A-класса там, или A-star класса по своей тематике, ну, компьютер-сайенс в основном. А российские преподаватели и российские студенты на это как будто бы не обращают внимания, и им это не важно. Почему так у вас, он у меня спрашивает. Почему у вас в России на это не смотрят и к этому не стремятся? Вот ваши PhD, он говорит, возьмите каких-то аспирантов ваших. У них совершенно нет в голове цели опубликоваться на международной конференции A-Star. Он публикуется в каких-то ваковских конференциях, в местных конференциях. Как так? Он спрашивает. Я не знал, что ему ответить. Я вот решил вам задать этот вопрос. Впервые о таком слышу. В любом абсолютно большом научном проекте, который сейчас происходит, и уже в последние довольно много лет происходит в России,
целевым показателем, если говорить про циферки, которых нужно достичь, всегда являются статьи или там верхних квартилей журналов, или топовых конференций ранга как раз A-Star. Как раз вот с наукометрией в России все хорошо. Тут бюрократы быстро сориентировались. Все ранги все знают. Так что, ну и тут как раз у меня никаких возражений нету, потому что, естественно, это не то, что мы искусственно объявили какие-то конференции высокого ранга, нет, они действительно хорошие. Все-таки здесь каузальность обратная. Эти конференции высокого ранга, потому что они хорошие, и потому что в них трудно попасть. Да. Я недавно слышал какую-то новость, где предлагается чуть ли не запретить публиковаться в международных конференциях, или не просто запретить, а не придавать значения публикациям в таких конференциях, а учитывать только ваковские публикации при там, каких-то при учете достижений местных наших российских ученых. Вам это не кажется? Слушайте, я могу только еще раз повторить, что вот в любом научном проекте какой-нибудь там университеты 5-100, какой-нибудь вот центр развития искусственного интеллекта, которых открыли несколько по стране в последние пару лет, вот любой и даже самый государственный, идущий от правительства научный проект, всегда целевым показателем являются статьи в Q1, то есть в первом квартале журналов по определенному рейтингу, или конференции и A-Star. То есть эти слова научные бюрократы знают прекрасно и используют их постоянно. Я не слыхал такой проблемы в России, мне кажется, не существует. А вы вообще поддерживаете идею оценки важности работы ученого через такие объективные метрики типа индекс Хирша? Или это... Потому что есть, например, недавно была новость о том, что крупный университет в Швейцарии отказался, во-первых, принимать участие в рейтинге там каком-то, который ранжирует университеты именно по цитируемости. И как бы заявил, что эти все индексы, они в основном ведут к увеличению количества публикаций самоцитируемых, но не ведут к реальному увеличению ценности контрибьюшена ученых в науку. Я к этому отношусь, честно говоря, достаточно спокойно. То есть, разумеется, свести деятельность человека, тем более такую сложную, как научная, к одному числу, разумеется, невозможно это сделать без потерь по дороге. Поэтому, конечно, одно число вроде индекса Хирша не может показывать всего. Ну, на это вроде бы никто и не претендует. То есть, с другой стороны, я тоже отдаю себе отчет, что не то, что бюрократам нужны цифры, да, но в какой-то момент какой-то человек должен распределить какой-то бюджет. Да. И да, в какой-то момент это распределение становится слишком сложным для того, чтобы вникать в каждую конкретную кандидатуру. К сожалению, так. То есть я к этому отношусь как к довольно неизбежному злу, и если сводить научную деятельность как к одному числу, то индекс Кирша не такое плохое число. Хотя оно, конечно, не идеальное, не спорю. А как вы себя лично оцениваете, свои собственные результаты для себя? Как бы рефлексию такую некую, как вы осуществляете, на что вы обращаете внимание? Я думаю, что научные результаты у меня достаточно среднестатистические. Перельмана из меня не вышло. Вот. И я надеюсь, что я смогу еще написать хорошие учебники. Вот у меня сейчас такая ближайшая цель в жизни. Один учебник у меня уже получился, глубокое обучение, довольно популярный. И сейчас я надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, дописать учебники по всему своему курсу машинного обучения. И надеюсь, что они выйдут неплохими. То есть для вас публикация таких учебников является значимым результатом? Да, конечно. Конечно. А это сложный процесс написания учебника? Очень. Может быть, даже не столько сложный, сколько трудоемкий и длительный. То есть написать одну конкретную страницу для учебника, как правило, легко.
написать их 600 очень легко. А что нужно сделать для того, чтобы издать свой учебник? Это информация для наших слушателей. Может быть, кто-то из них заинтересуется и тоже захочет. Из чего состоит этот процесс? А, Ну, я бы сказал так, что нужно иметь какой-то черновик. Ну, может быть, наверное, не полностью книжку, это слишком сложно, да, тратить там 2 года жизни для того, чтобы потом тебе отказали. Это как-то обидно. Вот. Но точно иметь хотя бы, не знаю, 1-2 главы, которые полностью написаны, чтобы люди могли оценить, насколько хорошо вы пишете, и план всего остального, и просто прийти с этим в издательство, да и все. А дальше? А дальше издательство что-нибудь ответит. И потом? И потом, если оно согласится, то, ну, там формально есть договор, на самом деле это не принципиально, но появится какой-то дедлайн, появится э, уверенность в том, что когда эта работа закончится, она будет кому-то нужна, и с этой новой мотивацией вы будете дописывать все до конца. И сколько по времени это занимает все вместе? Э, Сложно сказать, потому что, конечно, у меня не получается так, что вот я full-time занимаюсь написанием книги месяцы подряд. Так, конечно, не бывает. Но обычно пара-тройка лет, наверное. Ох. Мгм. Ну и я так понимаю, это должна быть какая-то тема, о которой еще нет учебника. Или это может быть что-то, о чем уже много раз писали? Э, Хороший вопрос. Я думаю, тот для меня, наверное, это главная причина, почему я пишу учебники по-русски. Потому что Мгм. я считаю, что по-английски хорошие учебники уже есть по машинному обучению. И э, переводы их ужасны, как правило. Я не видал еще хороших переводов научных книг, честно говоря. Ну, если не уходить в какую-то советскую историю, тогда случалось. Мгм. Вот. Извините, если кого-то обидел таким а, широким заявлением. Я все не видел, но все, что я видел, выглядели довольно ужасно. Вот. И мне кажется, русскоязычная аудитория достаточно велика, и она заслуживает книги, которая написана изнутри русскоязычной культуры для русскоязычного читателя. Вот. А если бы я писал все то же самое по-английски, у меня бы тоже, наверное, получилось, но это был бы просто еще один учебник на большом поле, где их и так много, ну и зачем? Да. Так что в целом я с вами согласен. Надо найти какую-то, не обязательно тему, но какую-то нишу, в которой чего-то еще не хватает, я согласен. А на этом можно заработать? Или это Нет, не для денег? заработать нельзя. Нет. Можно немного прославиться, а заработать нельзя. Ну, я знаю, что в Америке в той же на книгах зарабатывают вполне, если они популярны. И, конечно, мы не берем Гарри Поттера, но даже научные книги, если они пользуются спросом, или это все равно Я будет? не знаю современных цифр. Я, честно сказать, боюсь, что это немного устаревший взгляд. То есть Мгм. я знаю, что так было, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, когда действительно можно было написать учебник и внедрить его, так сказать, в систему образования, и после этого у вас этот учебник автоматически покупают там все новые студенты каждый год, и это, Мгм. конечно, приносило много денег. Такой процесс был. Я не уверен, что он сейчас актуален. Все-таки в эпоху интернета, мне кажется, даже в странах, где так было принято, люди вряд ли покупают все бумажные учебники до сих пор. А не страшно писать учебник? Вот мне бы, например, я так пытаюсь на себя примерить эту функцию, и если бы я сел писать учебник, например, по программированию, то я бы очень опасался сказать что-то не то, потому что учебник же должен не мое мнение транслировать, а быть некой абсолютной истиной в этом вопросе. Я бы много раз перепроверял бы каждую страницу свою, что я там говорю, с фактами, что происходит на самом деле. И мне кажется, это занимало бы очень много времени, и у меня было бы нервной нагрузки, потому что я бы волновался. Есть такое? А, Ошибки бывают. Тут, к сожалению, всякое бывает. Мне кажется, бояться этого не нужно, потому что
конечном счете все равно нужно, ну, как сказать, вот не нужно предъявлять к авторы книг тоже люди, и не нужно предъявлять к ним нереалистичных требований, я бы так сказал. То есть примерно как, вот возвращаясь к теме искусственного интеллекта, мне кажется, люди часто предъявляют нереалистичные требования к, например, я не знаю, э, автономным автомобилям. Да, о том, что там, а что если перед ним на автостраду выскочит там бабушка, которая выглядит как олень, но при этом это бабушка. Вот. Или перед ним перевернется грузовик и, значит, перекроет почти все. Ну да, может такое быть, но сравнивать же нужно не с, то есть как бы, скажем так, не знаю, вот в контексте автономных автомобилей число условных аварий, в которые попадает искусственный интеллект, нужно сравнивать не с нулем, а с числом аварий, в которые попадают живые люди. Если мы наблюдаем уменьшение, это значит, что мы спасаем жизни людей буквально, выводя эти автомобили на дороге. А, вот. А также и здесь. В книге, конечно, могут быть ошибки, но если вы не читаете эту книгу, вы хотите знать все то же самое, что вы читаете? Вы читаете посты в блогах в интернете? Думаете, там меньше ошибок? Вряд ли. То есть страха у вас нет, вы пишете смело. Такого нет. Ну, Нет. я могу ошибиться, если мне на это укажут, я исправлю к следующему изданию, все будет. А случается такое? Мне кажется, да. Я знаю Дональд Кнут в своих известных книгах по искусству программирования. У него даже есть приз за каждую найденную опечатку. Он, по-моему, $127 или что-то такое платит каждому, кто найдет. Да, была такая система, помню. Есть такая практика. Интересно. А вы в эти автомобили, которые self-driving, вы верите? Они появятся на дорогах, и мы будем, как в фильме iRobot, вокруг нас будут только такие автомобили? Вот если бы вокруг нас были только такие автомобили, это, конечно, была бы гораздо более безопасная система, чем то, что мы имеем сейчас. К сожалению, так не получится, да, то есть, к сожалению, нам придется все-таки иметь какой-то микс из автоматических автомобилей и автомобилей с живыми людьми. Вот. Я думаю, что все технологии давно существуют, и это вопрос действительно тестирования, регуляции и тому подобное. А это хорошо будет, если машины будут ездить сами? Людей будет меньше, водителей будет меньше, таксистов будет меньше, водителей автобусов меньше. Если люди будут меньше попадать под машину, это прекрасно. Нет? Да, это безусловно. А в целом, вот к вопросу о замене людей компьютерами, это же, по идее, создаст социальные проблемы, может быть, даже очень большие социальные проблемы. Может быть, придется переводить людей на какой-то даже условный базовый доход, о котором так много уже говорят, и в некоторых странах он уже есть. Каким социальным катаклизмом это приведет? Ну, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, я вижу здесь два сценария. Один сценарий, такой более пессимистичный с точки зрения развития AI, это если AI будет просто такой вот еще одной промышленной революцией. Да? То есть как, не знаю, когда в XVIII веке стали развиваться эти самые ткацкие станки, луддиты в Англии против них протестовали и были абсолютно правы, потому что ткацкие станки действительно замещали их работу. Да? Но в итоге, конечно, промышленная революция сделала стандарты жизни для людей только повысила, люди стали заниматься более интеллектуальной деятельностью, более интересной, зарабатывать стали больше, одеваться стали лучше, потому что станки более производительны. В общем, все стало хорошо. И поэтому пока AI заменяет как бы одних людей и вытесняет одни профессии в пользу других, еще более высокоуровневых, по-моему, это, конечно, только позитивный процесс в целом. Хотя каждый конкретный человек может попасть, так сказать, под машину этого прогресса. Но есть и другой сценарий. И другой сценарий произойдет, если в какой-то момент AI заменит буквально всех людей.
То есть он начнет делать все лучше и дешевле, ну, неважно, на самом деле, лучше или нет, но так же и дешевле, чем живой человек. Да. Мгм. В этот момент наш мир изменится очень сильно, потому что у человека перестанет, как бы, у человека пропадет возможность быть осмысленным экономическим агентом. Да? То есть вот мы с вами не сможем производить никакой добавленной стоимости. Мгм. А, во-первых, некому будет нам платить, потому что откуда у других людей деньги. Во-вторых, не за что будет нам платить. Мгм. Поэтому в этот момент, мне кажется, все там экономические прогнозы теряют смысл, и просто произойдет что-то другое. То есть роботы будут добывать условно некую электроэнергию, этой же электроэнергией себя поддерживать свое существование и разрабатывать новые способы добычи электроэнергии, чтобы поддерживать свое существование. А человек при этом всем, получается, не нужен, да? К этому все может прийти. Может, может. Есть и такие сценарии. А мы их боимся или мы их понимаем как просто следующий шаг эволюции планеты Земля? Смотря кто такие мы. Мы, Сергей Николенко, а, их, к ним относимся спокойно. То есть мне кажется, что это одна из главных проблем, которые сейчас стоят перед человечеством. То есть мы действительно, и да, я говорил, что я не могу оценить, там, сделаем ли мы сильный искусственный интеллект на трансформерах, этого никто не знает. Будет ли там GPT, сможет ли GPT-7 заменить все профессии всех людей, этого тоже, конечно, никто не знает. Но очевидно, что теоретически это возможно, и прогресс только ускоряется в эту сторону. И для меня очевидно, что, хотя никто не знает, произойдет это или нет, но шанс не маленький. Вот. И в связи с этим возникают уже и сценарии экзистенциального риска. То есть, а что если искусственный интеллект, который уже умнее и, как следствие, могущественнее, чем люди, ну, как в знаменитой истории, захочет производить как можно больше канцелярских скрепок. Да, вот есть такой знаменитый образ еще 20 лет назад, придуманный Ником Бостромом, Paperclip Maximization, о том, что если очень сильный искусственный интеллект, сверхразумный, если задать ему целевую функцию производить как можно больше канцелярских скрепок, да, то вы, конечно, имеете в виду, соптимизируем не фабрику, чтобы она приносила больше денег, но в реальности через пару недель там никаких людей не останется, и поверхность Земли будет покрыта двумя типами фабрик. Одни будут производить скрепки, а другие космические корабли, чтобы производить скрепки где-то еще. Вот. А, И это, мне кажется, намеренно звучит абсурдно, чтобы подчеркнуть, что, разумеется, мы не можем спрогнозировать никакого конкретного сценария. Мы не знаем скрепки или просто максимизация, не знаю, числа долларов на счете. Это уже звучит более правдоподобно, да. Но в целом, как бы, если есть какая-то система, которая умнее нас и которая преследует цели, которые нам ортогональные, да, то есть цели, которые э, не включают в себя человеческие ценности, а что это значит, никто не знает, и никто не может сформулировать этого для искусственного интеллекта, то недолго нам жить осталось. И чтобы этого не произошло, нужно или а, научиться таким формулировать человеческие ценности для искусственного интеллекта, ну или просто как-то сохранять над ним контроль. Пока ни то, ни другое совершенно непонятно, как сделать. Это большие проблемы. И мне кажется, что я не разделяю мнение вот крайних думеров, как это называется, людей, которые считают, что все, мы уже на траектории, которая с вероятностью 99 и много девяток приведет к уничтожению человечества. Я так не думаю. Но, честно говоря, я думаю, что если есть 10% шанс на то, что человечество будет уничтожено, об этом стоит побеспокоиться. Вот прямо стоит.
И, возможно, это самая главная проблема, которая перед человечеством стоит. Даже если этот шанс измеряется единицами процентов. Просто трудно представить, как именно эти роботы смогут самостоятельно кого-то уничтожать. У них же все равно должна быть какая-то условно розетка, вилка, кнопка. У него должен быть какой-то промпт. Мы можем понять, что они очень умные будут. С этим согласиться легко, потому что мы видим, как они умнеют. Но представить, что они получают какой-то контроль над людьми, это как-то, мне кажется, тяжеловато. Смотрите, вот мы же с вами появились, вот мы отделились от более ранних обезьянок, отличались от них только мозгом. Кнопка у нас была, можно было оторвать голову, и все, человека нету. Какой-нибудь горилле это сделать очень легко, на самом деле. А, ну и что? И где те гориллы? И кто кого контролирует? То есть должны появиться какие-то не self-driving cars, а какие-то self-driving именно роботы, которые могут перемещаться. Не обязательно. Нет? Ну, опять же, мы сейчас, вот я с этого начал, и я хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что не надо пытаться обдумывать конкретные сценарии. Мне здесь нравится образ, я его когда-то для лекции тоже придумал, что представьте себе, что, даже не образ, даже это вполне реальный пример, представьте себе, что вот я сажусь играть в шахматы против какой-нибудь современной программы, против там Stockfish 15. А знаю ли я, как будет развиваться партия? Конечно, нет, я не могу этого предсказать. Да, разных партий триллион. Может ли Стокфиш предсказать, как будет развиваться партия? Конечно, нет, он не может предсказать мои ходы. Но можем ли мы со Стокфишем предсказать, кто выиграет? Вот тут, Вполне. по-моему, сомнений быть не может. Мгм. То есть сценариев триллион. Мы, конечно, бессмысленно их обсуждать, потому что Мгм. против каждого конкретного сценария, во-первых, легко защититься, во-вторых, он слишком маловероятен. Но если появятся сущности, которые умнее нас, содержательно умнее, то они рано или поздно контроль-то заберут, конечно. Это тот самый AGI, о котором все Так, говорят, да? ну, даже, Который... наверное, ASI, наверное. AGI формально это General Intelligence, то есть просто человеческого уровня. Мгм. ASI это Super Intelligence уже, да. В одной из ваших последних лекций вы сказали, что никто толком не знает, что такое AGI. Это по-прежнему так? Ну, никто не толком не знает, что такое интеллект. Все-таки интеллект – это такая очень многомерная штука. Можно быть умным в одном и полным дураком в другом. И Мгм. поэтому не может быть, конечно, одного числа, которое измеряет там, когнитивную силу. Чисел этих, опять же, миллион. Но вот если нужно как-то операционализировать, я обычно говорю, что интеллект – это способность достигать своих целей. То есть способность организовывать окружающий мир, организовывать имеющиеся ресурсы для того, чтобы эффективно достигать имеющихся целей. Это если эти цели внутри этой машинки есть. У чат GPT же, по идее, никаких целей нет. Почему? Подсказать следующий токен. Цели это всегда есть, без них вообще ничего не работает. Мгм. Ну вот, например, мы можем оценить интеллект, загружая некое количество задач однотипных в тот же чат GPT и наблюдая за тем, с какой точностью он эти задачи будет решать. Ну, например, IQ-тесты. Можно загрузить какое-то их количество в чат GPT, и он, кстати, с ними плохо очень справляется. Мы пробовали, он только самые базовые решает, а чуть сложнее он путается. Может быть, потому что он с математикой не Знаете, дружит. есть такая известная, есть довольно известный такой факт в этой области, что как только кто-нибудь объявляет, что вот тест, который не проходит языковые модели, через 2 недели они его проходят. И, и боюсь, что с всякими тестами примерно то же самое. То есть, да, есть, естественно, люди придумывают способы оценки больших языковых моделей. Естественно, среди датасетов есть в том числе и те, которые пока еще слишком сложные, пока еще результаты на них плохие, но прогресс довольно очевиден. То есть направление движения несомненно.
А вы с появлением этого чат GPT видите какие-то изменения в головах у студентов? Они стали умнее или они стали глупее? Что с ними происходит? Я думаю, об этом рассуждать рано. Это пока прошло слишком мало времени. Ну, если бы я вел практику по программированию, чего я, слава богу, не делал, то я бы, конечно, а, мне бы пришлось решить вопрос, что делать с GPT, который, естественно, может написать все домашние задания сам. Вот. Но кроме этого, конечно, каких-то глубинных изменений в человеческой психике за год-полтора существования этих моделей трудно ожидать. А вы бы студентам разрешали использовать чат GPT в курсовых работах, в дипломных работах, в домашних заданиях? Я бы, да. Я думаю, что нет никакого смысла вообще что-то запрещать, использовать. А, Тут как бы на самом деле, возможно, это все-таки различается в зависимости от конкретного предмета и конкретного как бы уровня того, что происходит. Но, грубо говоря, когда учишь ребенка математике, в какой-то момент, ну, ребенок должен выучить таблицу умножения, да? Должен научиться, не знаю, умножать числа в столбик. Мгм. И если каждый раз с самого начала разрешать пользоваться калькулятором, то он не научится. А это плохо не потому, что он не будет уметь умножать числа, а потому что это вот такой там первый пример настоящего алгоритма там с циклами, с какими-то сложностями, крайними случаями, вот это все. То есть, и да, можно придумать другой пример, первый пример алгоритма, но все равно он должен быть. То есть все равно в какой-то момент развивающееся, так сказать, человеческое существо должно пройти через уровень задачек, которые, да, конечно, GPT легко может решить, а человек пока еще нет, но ему надо научиться. Поэтому в какой-то момент, я боюсь, неизбежно придется запрещать. Но на уровне там, спецкурсов по машинному обучению, я думаю, этот момент уже давно в прошлом. Ну и, наверное, один из последних моих вопросов. В принципе, к студентам преподаватель, как вы считаете, должен относиться больше с критикой и ставить больше двоек, или наоборот с поглаживанием и ставить больше пятерок? Я думаю, это вообще не связанные вещи, поглаживание, критика, двойки и пятерки. Вот, я вот думаю, что широко среди студентов известен как очень добрый преподаватель. У меня трудно получить четверку на экзамене. Можно, но трудно. Так. Вот, а тройку я, наверное, ставил один раз в жизни или два. Мгм. Причем один раз из этих двух точно помню, что наспор. То есть студент пришел и сказал, я вот поспорил, что вы мне не поставите тройку. И я сказал, ну, без проблем, давайте зачетку. И Интересно. подставил. Но он был к этому готов, естественно. Это было, так сказать, э, практика по обоюдному согласию. Вот. А так. Ну, опять же, понимаете, я преподаю спецкурсы, я преподаю продвинутые дисциплины, я преподаю машинное обучение для людей, которые уже являются, ну, на самом деле, сложившимися математиками. Если ты преподаешь матанализ на первом курсе, тебе нужно быть пожестче. Потому что это опять тот же самый эффект. Если студент не освоил матанализ на первом курсе, он дальше ничего не поймет. Поэтому надо проверять, что он его освоил. А если студент не освоил мой курс, ничего с ним не произойдет. Ну, не будет он заниматься машинным обучением. Ну и что? Он и не хотел, очевидно. Я слышал мнение, что сейчас очень много студентов, слишком много, больше, чем должно быть. И во многом виновата система образования, которая именно мягкая во многих вопросах, и мы их выпускаем легко, дипломы им даем легко, а в итоге они меньше ценят это высшее образование, в итоге они меньше знают, и страдает индустрия на выходе. А как страдает индустрия? Ну, мы получаем специалистов, которые неграмотные, их слишком много, они все хотят слишком много денег, поскольку закончили вузы, иногда престижные вузы. И это все создает некую нагрузку на предприятие в конечном итоге, потому что предприятию приходится иметь дело с этим потоком полуграмотных специалистов, которых нужно и доучивать, и денег им платить больше. В общем, Я как-то так. слыхал, у нас какой-то жуткий дефицит кадров, нет? Это тоже есть, да.
С одной стороны, дефицит кадров, да, но когда мы начинаем, вот я, например, начинаем искать на рынке специалистов молодых, то у нас не так это легко сделать. Конечно, нелегко. Да, А когда было легко? тоже верно. Нет, смотрите, мне кажется, ничего плохого в этом нет, потому что тут есть две разные как бы категории. Одна категория – это, к сожалению, да, я с вами согласен, что к сожалению, но это уже, мне кажется, этот фарс назад никак не провернуть. К сожалению, диплом о высшем образовании необходим для жизни в современном обществе, вот, и без него никуда. Что в России, что в Америке, где угодно. А, И поэтому, да, дипломы будут у всех, тут ничего не поделаешь. Но, с другой стороны, как раньше были, так и сейчас есть просто конкретные места и программы, где учат хорошо, и конкретные места и программы, где учат похуже. Как говорил Остап Бендер, если брюнет играет хорошо, а блондин играет плохо, ничто, никакая подготовка этого не изменит. И последний мой вопрос. Миссию преподавателя вы видите в чем? Я вам предлагаю из 4 вариантов выбрать. Это объяснять студенту то, что он не может понять сам, воодушевлять его на обучение, на рост, помогать ему понять то, что он, там, помогать ему учиться, или наказывать, то есть дисциплинировать, другими словами. Ну, наказывать студентов уже поздно. Опять же, все-таки студенты – это взрослые люди совершеннолетние. Э, Мне кажется, вот глубоко порочной практикой кого-то воспитывать в высшем учебном заведении. Воспитывать нужно в гораздо более раннем возрасте. А объяснять, ну, конечно, в этом и есть профессия, помогать как-то расти над собой, но это скорее уже не к преподавателям, а вот к научным руководителям, да, к Мгм. этому институту. Да. Вы что выбираете? Объяснять? Да, Ну, я так понял, это вам нравится делать в первую очередь. Лекции читать, объяснять. конечно. Здорово. Я посмотрел не И одну это, лекцию у вас на канале, так что очень рекомендую. и это, кстати, делает меня одним из первых кандидатов на то, чтобы меня заменили большие языковые модели. Да, я слышал, вы То, говорили об этом. что объяснять они умеют уже сейчас, и я думаю, скоро научатся это делать неплохо. Какой-то у нас такой грустная нота появилась такая в нашем... Это, кстати, большой, ну, я не буду говорить вызов, но это, мне кажется, назревающая революция в образовании вообще в целом. То есть раньше это было невозможно, а сейчас у каждого студента может быть очень дешевый или вообще бесплатный персональный тьютор, который все объясняет, совсем помогает, и проверяет, если нужно, и вопросы задает, и вообще ведет диалог. И это просто совсем другая игра, это совсем другой уровень. И мне кажется, это круто, то есть это только может только улучшить образование, но этим еще надо научиться пользоваться. Так тогда получается некое противоречие. Получается, там, через 5-10 лет преподаватели действительно технически будут не нужны. Это будет уже не фантазия, это будет реальность. Студент вместо прослушивания ваших лекций, он значительно более эффективно послушает ваши же лекции, например, в записи, только через интерпретацию, например, какого-то робота, который даст ему выжимку из вашего курса из 50 лекций, он даст ему получасовую или 3-часовую выжимку, которая ему именно под его интеллект, под его знания, робот же будет знать о нем много, именно под него зайдет лучше всего, например, Ну, так. я не верю, что 50-часовой курс можно за 3 часа изложить без потерь, возвращаясь к вопросу о сжатии и пределах сжатия. Но да, конечно, так и будет. А что поделать? А кем же будут преподаватели? Зачем? Что они будут делать? Может быть, их не будет, как знать. Может, как нету больше ткачей, а есть люди, которые настраивают ткацкие станки. Может быть, преподаватель будет человеком, который настраивает GPT, ну, не для каждого студента персонально, а просто файн-тюнит ее к своему курсу. Почему нет?
Я в этом точно ничего апокалиптичного я не вижу. Это, скажем так, если это произойдет, значит, это улучшает образование. Если это будет делать вещи хуже, то этого точно не произойдет, потому что явно со стороны преподавателей и вообще системы образования будет сильное сопротивление. Да, интересно. Но вот вы записываете свои лекции и выкладываете их на YouTube. Редкие преподаватели так делают. Я со многими преподавателями общался, и многие говорят, что нет для этого технических возможностей, как-то не думали об этом и так далее. Многие сопротивляются этому. Как думаете, почему и почему вы это делаете? Ну, смотрите, на вопрос, почему, ответить очень легко. Я тоже никогда об этом не задумывался, пока не пришел ковид, и стало необходимо проводить лекции онлайн. И в этот момент я понял, что раз я провожу их онлайн, так я же могу и записывать, и качество будет в любом случае гораздо лучше, чем все, что пытались записывать на живых лекциях. Такие практики бывали. Был там такой проект «Лекториум», что-то такое. И каждый раз смотреть это было вообще невозможно. Даже если тебе дают нормальный микрофон, там, в котором тебя слышно, ну, доску точно не видно. Вот, то есть, чтобы снять живую лекцию хорошо, нужно отрядить живого оператора, который будет там переводить камеру со слайдов на доску, приближать, удалять, брать разные планы. В общем, это работа. Вот. А онлайн, конечно, ничего такого делать не надо. Онлайн ты один раз подготовил вот эти вот сценки в OBS Studio и все прекрасно видно, доску видно, тебя видно, слайды видно, слышно хорошо, все работает. Вот. Насчет того, почему немногие так делают, я на самом деле очень благодарен СПбГУ в этом деле, потому что факультет мне разрешает это делать. Буквально везде, в других местах, где я преподавал, где я спрашивал такого разрешения, мне говорили, ну лучше не надо. Интересно. Вот. Поэтому, возможно, дело не в преподавателях. То Интересно. есть в итоге я, конечно, все равно, ну, такой у меня процесс, и он всем удобен, я все равно записываю лекции, все равно их выкладываю, но не публично. А, да, а публично выкладываю то, что разрешают, и, как видите, на канале есть только СПбГУ. Ну и у вас достаточно много просмотров. У вас на некоторых лекциях по 2-3 тысячи просмотров. Это значительно больше, чем количество людей в аудитории, которые... Ну, значительно больше, чем количество студентов, которых вы обучали. Наверняка. Все это очень полезно. Я надеюсь. Я понимаю, что смотреть лекцию вот так просто не станешь. Она, конечно, не смонтирована, она идет там или 1,5 часа, или 3 с перерывом, да, и, естественно, я говорю не гладко, у меня нет никакого сценария, я говорю с запинками, с остановками, это слишком медленно. Вот, но кто-то говорит, что смотрит на 1,5-2х, кто-то просто смотрит нужные кусочки. Мне кажется, больше контента хорошо. 100%. Сергей, большое спасибо. Я много узнал за сегодня. И много есть о чем подумать. Я надеюсь, что у нас какой-то не получился все-таки негатив относительно будущего, относительно перспектив искусственного Будущее интеллекта. очень интересное. Что вы? 10% на то, что человечество будет уничтожено, а 60% на то, что нам всем станет жить гораздо лучше. Что искусственный интеллект изобретет машину времени. Я вот этого жду. Если это случится... Машину времени вот как-то я сомневаюсь, я не верю. Но вот бессмертие для нас он может изобрести. Ну, пускай хотя бы это. Спасибо большое. Было очень приятно. Да, Пока-пока. всего доброго.